Один раз в 4 года на рынке криптовалюты происходит важное событие, после которого биткоин всегда растет минимум на 100%, а также пробивает новые исторические максимумы. И конечно же это событие называется халвинг. За всю историю существования биткоина было проведено 3 халвинга, а именно в 2009, 2016 и 2020 годах. Если отметить эти даты на графике, несложно заметить, как после каждого халвинга у биткоина наблюдается уверенный рост. Причем после последнего халвинга этот рост превысил 600% меньше, чем за один год. И я вам скажу больше, каждый такой 4-летний цикл делится еще на отдельные 3 фазы, а именно фаза накопления, булрана и фаза коррекции. Так вот, если вы думаете, что за один год биткоин вырос на 340%, потому что он был в фазе бычьего рынка, я вас готов немного обрадовать, потому что настоящий бычий рынок начинается после халвинга. И даже если мы возьмем минимальные показатели роста, которые составляют около 70%, то первой целью для биткоина в этом году станет уровень $100 тысяч. Такого положительного прогноза придерживаются абсолютно все известные аналитики. Причем некоторые из них говорят, что биткоин может превысить и все 150 тысяч к 2025 году. Уверенность в росте биткоина также появляется на фоне накопления со стороны фондов, которые уже скупили 175 тысяч биткоинов после одобрения ТИЕФ. А также киты, несмотря на пробой $70 тысяч, не продают ни одного своего биткоина. Вот поэтому, друзья, сегодня я вам расскажу о халвинге, который является важнейшим событием для биткоина и всего рынка криптовалюты. И в этом видео вы узнаете, что такое халвинг, когда он пройдет, как повлиять на крипторынок, вырастет ли биткоин до 100 тысяч в этом году, почему киты не фиксируют прибыль, какие прогнозы на биткоин дают известные аналитики, а также стоит ли прямо перед халвингом покупать биткоин, чтобы заработать на его росте. Видео получилось очень интересным, а также информативным, поэтому обязательно поддержите нас лайком, чтобы в будущем мы снимали для вас как можно больше таких качественных и длинных видео. Давайте не будем изменять нашим традициям, а наберем более 1000 лайков, чтобы новый ролик вышел как можно раньше. Вам заранее спасибо за поддержку и приятного просмотра, ведь вы на канале Coin22, с вами Влад, мы начинаем. Итак, дорогие друзья, до халвинга остается все меньше и меньше времени, а как показывает практика, это важное событие оказывает очень положительное влияние на цену биткоина, который на этой неделе пробил новый исторический максимум на уровне $70 тысяч. И поэтому в ближайшие недели, а также месяцы, нам крайне важно следить за всеми актуальными новостями, которые выходят в нашем телеграм-канале. И если бы вы были подписаны на наш телеграм 26 февраля, вы бы заработали на пампе монеты NIR, потому что перед ее ростом на 80% у нас выходил подробный пост, где мы писали, что эта монета вырастет на фоне масштабирования компании Nvidia. Поэтому обязательно подпишитесь, ведь мы бесплатно делимся информацией, на которой каждый из вас может зарабатывать. Но чтобы узнать, как можно будет заработать на халвинге биткоина, сперва нам стоит разобрать, что такое биткоин. Ведь несмотря на то, что многие из вас в него инвестируют, далеко не все понимают принцип работы его блокчейна, а также зачем нужны майнеры. Но сейчас я вам все подробно расскажу. В 2008 году мир увидел так называемую белую книгу биткоина, в которой таинственный Сатоши Накамото от А до Я описал, как работает блокчейн биткоина. По факту блокчейн является одной большой базой данных, которая хранит в себе записи всех транзакций пользователей. И состоит такая сеть из 3 элементов, а именно самих пользователей, майнеров и, конечно же, биткоина. Поскольку блокчейн полностью децентрализован, им не управляет какая-то одна организация или компания, которая поддерживает работу блокчейна. Этим занимаются майнеры. Задача майнеров заключается в том, чтобы проверять транзакции, добавлять их в блок и после чего эти транзакции подтверждать. Но понятно, что никто эту работу бесплатно выполнять не будет, поэтому за каждый добытый блок майнеры получают вознаграждение в виде биткоина. И выглядит этот механизм приблизительно вот так. Майнер подключается к программе и за счет вычислительных мощностей своего оборудования начинает искать вот такой хэш, который был запрограммирован заранее. Далее тот майнер, которому удалось найти хэш, получает право на подтверждение блока, за который он получает биткоин. Такой механизм называется Proof of Work, то есть доказательство выполненной работы. И получить биткоин без поиска хэша невозможно. Этот процесс максимально похож на добычу золота, потому что любой желающий может начать майнить, и если повезет, то можно получить награду за добытый блок. Но здесь есть очень много нюансов. Во-первых, нельзя за пару минут намайнить себе 1000 биткоинов и обеспечить счастливое будущее. Ведь Сатоши Накамото продумал все до мелочей, и создание нового блока происходит только один раз в 10 минут.
Также шансов на поиск правильного хэша всегда будет больше у крупных компаний с большими ангарами оборудования. И самое интересное, что чем больше майнеров будут добывать биткоин, тем сложнее это будет делать, поскольку программа понимает, что спрос на добычу биткоина растет. Поэтому майнерам приходится тратить гораздо больше денег на электроэнергию. То есть по факту майнинг ничем не отличается от добычи золота в какой-нибудь шахте. Ну а что же такое халвинг? Простыми словами, это сокращение вознаграждения майнеров в 2 раза. Например, после запуска биткоина в 2009 году майнеры получали целых 50 биткоинов за один добытый блок. Но уже после первого халвинга в 2012 году выплаты сократились ровно в 2 раза, до 25 биткоинов. Сатоши Накамото ввел халвинг, чтобы держать уровень инфляции биткоина под контролем. Сокращение вознаграждения за майнинг снижает стимул к добыче монет, увеличивая дефицит биткоина. При этом создание дефицита делает биткоин более ценным и помогает сохранять и повышать его стоимость, особенно если спрос продолжает расти. Данное событие происходит раз в 4 года, и после крайнего халвинга в 2020 году майнеры стали получать 6,25 биткоина за каждый добытый блок. И как вы видите, после последнего халвинга цена биткоина взлетела на 620%. Таким образом, вы уже понимаете, что халвинг является важнейшим событием для биткоина, на фоне которого его цена демонстрирует самый большой рост в истории. Поэтому, если вы желаете заработать на этом историческом событии вместе с нами, вы всегда можете присоединиться к подписке Coin22 Pro, потому что благодаря подписке Pro вы не тратите свое время на анализ рынка, а сразу получаете готовые точки входа и уровни для фиксации прибыли от наших профессиональных аналитиков. Например, в четверг все участники Pro заработали от 80% прибыли на падении монеты STX, когда биткоин резко обвалился на 5% после тестирования 70 тысяч. Как вы видите, зарабатывать можно даже на падении. Самое главное — это заранее получать точки входа от профессионалов. Но если вы новичок и долгое время хотели научиться торговать, вы обязательно получите пошаговое обучение на старте и будете открывать сделки под присмотром наших специалистов, которые вам помогут в любое время. Поэтому, если вы не успели заработать на росте биткоина до уровня 70 тысяч, у вас есть второй шанс, который точно упускать не стоит. Ведь биткоин никогда не был так близко к пробою уровня 100 тысяч долларов. Для того, чтобы стать участником Pro, вам необходимо написать нам по ссылке в описании, и мы сразу предоставим всю подробную информацию. Если сравнивать биткоин с фиатными валютами, то он имеет много преимуществ. Ведь валюты, которые мы используем сегодня, выпускаются центральным банком. Они также, как правило, являются инфляционными, а это означает, что банк выпускает больше валюты, что в свою очередь обесценивает стоимость тех денег, которые уже есть в обороте, за счет чего цены в магазинах растут. Поскольку биткоин децентрализован, должен быть специальный способ контроля общего количества и выпуска этих монет. Это делается путем распределения их среди майнеров, которые создают блоки и поддерживают сеть. Таким образом, халвинг ограничивает высокую инфляцию и гарантирует, что со временем уровень инфляции биткоина будет стабильно снижаться, что по сути делает его дефляционным активом. Плюс к этому общее количество биткоина ограничено, и максимальное предложение составляет 21 миллион монет. А если взять в учет все предстоящие халвинги, которые будут происходить раз в 4 года, то последний биткоин будет добыт примерно в 2140 году. Это полностью отличает биткоин от фиатной валюты, которая является более инфляционной и с каждым годом печатается все больше новых бумажек. Наверняка вы уже успели заметить, что на каждых сервисах дата халвинга отличается. У одних это может быть 40 дней, а у других 38. Это связано с тем, что нельзя максимально точно рассчитать, когда пройдет это событие, поскольку все зависит от завершения 210 тысяч блоков. Но мы однозначно знаем, что халвинг пройдет в апреле, и скорее всего это будет в 20-х числах. Ведь согласно многим источникам, ориентировочная дата запланирована в диапазон с 19 по 21 апреля. Теперь, когда мы полностью разобрали, по какому принципу устроен биткоин и зачем вообще нужен этот халвинг, мы можем переходить на следующий этап, который заключается в ответе на вопрос, как халвинг повлияет на цену биткоина. Анализ цены биткоина после прошлых халвингов дает нам полезную информацию, поскольку все они следовали одной и той же схеме. В основном это связано с уменьшением вознаграждения за майнинг, а также инфляцией, вызванной сокращением внедрения новых
новых биткоинов. При этом каждый халвинг можно разделить на 3 фазы, а именно фаза накопления, булран и фаза медвежьего рынка. Фаза накопления заключается в том, что инвесторы обычно накапливают биткоин до того, как пройдет халвинг. Такое поведение цены предшествовало первому, второму, третьему и даже предстоящему халвингу, ведь данная фаза наблюдается от 13 до 22 месяцев. Далее идет фаза булрана. Как вы можете заметить, прошлые халвинги вызвали рост рынка, который продолжался от 10 до 15 месяцев. При этом цена неуклонно росла и пробивала новые рекордные уровни. И только один раз, в 2016 году, биткоин столкнулся с локальным откатом цены, но тем не менее он все равно восстановился и зафиксировал такой же рост, как это было ранее. Ну а после активного булрана, как правило, начинается медвежка, когда цена биткоина очень сильно корректируется. И попробуйте догадаться, в какой фазе мы находимся прямо сейчас. Тот, кто ответил в фазе накопления, оказался абсолютно прав. Да, друзья, несмотря на то, что биткоин уже вырос на 340% за один год, он все равно еще остается в фазе накопления. Ведь стадия булрана всегда начинается именно после самого халвинга. Чтобы приблизительно понимать, какое влияние может оказать халвинг на биткоин в этом году, давайте внимательно посмотрим на то, что было с его ценой во время последних двух халвингов. В 2016 году вознаграждения майнеров сократились с 25 до 12,5 биткоинов. За несколько месяцев до халвинга биткоин вырос на 81%, с 435 долларов до максимального уровня 790 долларов. Но как вы видите, это была только фаза накопления, ведь через год после халвинга биткоин вырос на 283% до уровня 2500. Но на этом памп не закончился. С 17 декабря 2017 года биткоин достиг нового максимального уровня в 19 700 долларов. Таким образом, рост цены после халвинга составил 2970%. Ну а после началась резкая коррекция, из-за которой в начале 2018 года биткоин сначала упал до уровня 6000, а после до минимума 3000 в 2019 году. То есть биткоин потерял около 85% от своего максимума, но все же он был на 369% выше той цены, которая была до халвинга. И как вы могли заметить, биткоин показал именно те 3 фазы, о которых я говорил ранее. Но если вы думаете, что это совпадение, давайте я вам покажу, что было с биткоином после третьего халвинга, который прошел в 2020 году. Ровно через 2 месяца после того, как Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию, биткоин, несмотря ни на что, провел третий халвинг. Тогда вознаграждение за блок было уменьшено с 12,5 до 6,25 биткоина. В декабре того же года биткоин пробил уровень 20 тысяч и продолжил движение вверх. Через год после халвинга, 11 мая 2021 года, биткоин торговался на уровне 55 800 долларов, а после он достиг нового максимума на уровне 64 800 долларов. Это соответствовало росту на 540 и 643% выше той цены, которая была во время халвинга. Несмотря на то, что в июне 2021 года биткоин упал почти в 2 раза, он снова вырос до максимального уровня в 69 тысяч, а после начался всеми известный медвежий рынок 2022 года, во время которого биткоин упал до локального дна на уровне 15,5 тысяч и потерял около 78% своей стоимости. Хотя опять-таки он оставался на 77% выше той цены, которая была на момент халвинга. То есть это не совпадение, а цикличное движение цены биткоина, которое повторяется каждые 4 года. Кстати, купить биткоин, а также многие другие монеты вы можете у нашего официального партнера биржи OKEX. Лично я все свои сделки провожу именно на этой бирже, поэтому если вы давно искали надежную и удобную платформу для торговли, ссылка на OKEX есть в описании. Конечно, с момента прошлых халвингов на рынке многое что поменялось, и прежде всего речь идет об ETF. По факту мы сейчас находимся в фазе накопления, но если раньше биткоин рос максимум на 200% во время этой фазы, то сейчас его рост составляет 340%, а все потому, что фонды не прекращают покупать биткоин. И с момента одобрения ETF 10 января фонды во главе с BlackRock уже успели купить 175 тысяч биткоинов. Руководитель отдела исследований CoinShares написал, что американские эмитенты биткоин ETF не демонстрируют никаких признаков замедления притока средств. Так и есть. Вероятно, фонды понимают, что такое халвинг, и они хотят накопить как можно больше монет к апрелю, до этого важного события. Ведь если биткоин покажет рост на 70% после халвинга, как он это делал ранее, это будет значить, что в ближайшие 12-18 месяцев его цена пробьет заветные 100 тысяч, и за счет активной поддержки фондов сможет уверенно закрепиться выше этого важного уровня. Такого мнения придерживаются многие аналитики. Например, согласно отчету Bitfinex, биткоин покажет рост на фоне халвинга и на фоне высокого спроса на ETF. Аналитики Bitfinex написали: наш анализ прогнозирует, что
консервативная целевая цена в размере 100-120 тысяч будет достигнута к четвертому кварталу этого года, а пик цикла будет достигнут где-то в 2025 году с точки зрения общей капитализации криптовалютного рынка. Также старший аналитик фирмы K33 Research заявил, основываясь только на данных прошлых показателей, биткоин может увидеть рост на 130-150% в течение года после халвинга, что приведет к росту в диапазон 125-150 тысяч в следующем году. Дополнительно известный аналитик на просторах Твиттера под ником Plan B еще в начале этого месяца написал, что бычий рынок для биткоина официально начался, и фаза накопления завершилась вместе с возможностью легкой покупки биткоина. И теперь он прогнозирует рост биткоина на протяжении 10 месяцев с жестким эффектом FOMO на рынке. Но вот Вилли Ву, это также известный аналитик, сказал, что текущий памп это всего лишь разминка, и что бычий рынок даже не начался, то есть у нас еще все впереди. Тем не менее, большие киты уже готовятся к этому важному событию, потому что кошельки, которые хранят больше 1000 биткоинов, не продавали свои монеты даже когда цена пробилась 70 тысяч. И киты делают ровно то, о чем я вам говорил в прошлых роликах. Они не продают монеты до халвинга, ведь фаза роста биткоина на 70% и выше ждет нас впереди. Вот поэтому те, кто не успел купить биткоин после одобрения ETF, может это сделать прямо сейчас, ведь все самое интересное только начинается. И если говорить о общем влиянии на криптовалюту, оно, конечно же, будет положительным, ведь рост биткоина всегда хорошо влияет на другую криптовалюту. Поэтому очень много монет, как минимум из топ-20, также могут пробить новые максимумы после халвинга в апреле. В последних интервью Ларри Финк продолжает поддерживать биткоин, и он говорит, что это настоящее цифровое золото, которое является отличной долгосрочной инвестицией. Такого же мнения придерживается Кит Майкл Сейлор, который еще в начале года заявил, что 2024 будет годом биткоина. И во всех интервью, а также на последней встрече, он заявил, что биткоин будет расти до 2034 года, ведь с каждым годом он привлекает внимание банков и больших финансовых компаний, которые готовы его использовать в качестве полноценного актива. Поэтому, друзья, не иметь в своем портфеле 70% биткоина, когда мы стоим на пороге такого важного события, может стать большой ошибкой. Поэтому проанализируйте все, что было сказано в этом видео. Если возникнут вопросы, задавайте их в комментариях, а после принимайте свое решение, стоит ли вам инвестировать в биткоин или нет. Со своей же стороны я постарался во всех деталях вам рассказать о таком важном событии, как халвинг. Эта тема очень интересная, и в ближайшее время мы обязательно продолжим ее разбирать не только на YouTube канале, но и в нашем Telegram. Так что не забывайте подписываться, жать колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики, и увидимся очень скоро. Всем удачи, до скорых встреч!